конце предыдущего 5000-летнего цикла предки создали карту, которая сообщала им две важные вещи: когда закончится цикл и что можно ожидать в будущем, значимые события и вехи времени. Эта карта также давала указания о том, как мыслить и жить, как в внутреннем, так и во внешнем мире, чтобы успешно адаптироваться к предстоящим изменениям. Они утверждают, что эти изменения происходят сейчас, и что эта карта времени, известная как Хопи, была сохранена для нас, чтобы мы могли воспользоваться их мудростью в это критическое время. Вы когда-нибудь чувствовали, что время ускоряется, как поток, превращающийся в бурную реку? Это ощущение может быть не просто иллюзией. Древнее шаманское пророчество предсказывает, что время будет значительно ускоряться. Но что это значит для человечества и как мы можем подготовиться к этой космической трансформации? Ускорение времени привлекло внимание различных культур по всему миру. Кроме шаманского пророчества, другие традиции также говорят об этом явлении и его влиянии на человеческое сознание. Готовы ли мы справиться с изменениями, которые может принести эта трансформация? В этом видео мы исследуем эти вопросы и предложим стратегии для навигации в эти бурные времена, подчеркивая важность внутреннего спокойствия и повышения сознания. Племя Хи-Эльдерс, известное своими глубокими духовными прозорливостями, поделилось видением в 2000 году, в котором описывается река, текущая очень быстро, символизируя стремительные изменения и турбулентность текущей эпохи. Это видение соответствует герметическому принципу соответствия, известному своей фразой «как вверху, так и внизу». Так же, как космос может испытывать ускорение, наше восприятие времени на Земле отражает это изменение. Это изображение вызывает ощущение, что время проходит быстрее, чем когда-либо, унося с собой все на своем пути. Пророчество предупреждает, что некоторые будут испытывать страх перед этим ускорением и пытаться цепляться за берега, сопротивляясь трансформациям. Наши умы не являются пассивными наблюдателями в этом процессе. Осознанно выбирая адаптироваться и развиваться вместе с изменяющимися течениями времени, отпуская берега, мы можем более эффективно справляться с этой трансформацией, согласуясь с герметическим принципом «все есть ум». Тем не менее, старейшины Хопи подчеркивают важность отпустить берег, сдаться потоку и принять это путешествие вместе. Этот совет подчеркивает значимость сообщества и взаимной поддержки в период стремительных изменений. Итак, что же говорит нам эта карта времени? Я обозначил два пути. Как говорят Хопи, в конце последнего цикла людям этого мира была предоставлена возможность выбрать один из двух путей, которые приведут их к концу их времени и в следующий цикл, в котором мы находимся сейчас. Если посмотреть на верхний путь, там есть люди, чьи головы не связаны с телами. Старейшины Хопи говорят, что это люди, живущие в это время, которые не знают себя. Их головы не связаны с телами, потому что они не понимают, кто они есть. Они потеряли себя, что параллельно с верованиями Хопи подтверждает герметический принцип вибрации, который предполагает, что быстрые изменения могут отражаться в изменении фундаментальной вибрации Вселенной, влияя на наше восприятие времени. Более того, пророчество указывает на то, что время одинокого волка закончилось, подчеркивая важность объединения и празднования с окружающими. Хопи акцентирует внимание на том, что ничего не следует воспринимать на личном уровне, и все, что мы делаем сейчас, должно быть выполнено священным образом и в духе празднования. Герметический принцип полярности предлагает найти баланс между двумя крайностями – отпусканием – женская энергия и принятием ответственности за свою жизнь – мужская энергия. В это время изменений послания Хопи подчеркивает этот баланс, предлагая, что, подходя к этому времени с духом празднования и общности,
мы можем совместно создать более позитивный опыт трансформации. Как подчеркивает герметический принцип причины и следствия, эта перспектива приглашает нас принять отношение к принятию и благодарности перед лицом изменений, признавая, что мы являемся частью более широкого процесса космической эволюции. Метафора бурной реки также может быть истолкована как призыв соединиться с нашей глубочайшей сущностью. Подобно тому, как река следует своему естественному руслу к океану, герметический принцип ритма учит, что все течет и изменяется. И принимая это правило, мы можем с большей грацией справляться с текущей фазой ускорения. Пророчество побуждает нас течь вместе с изменениями, держа глаза открытыми и голову над водой. Это подразумевает культивирование осознанности и присутствия, внимательность к знакам и возможностям, которые возникают среди бурь. Вера Хопи параллельна герметическому принципу ментализма, который утверждает, что все есть ум. Чистый и сфокусированный ум, развиваемый через практики, такие как медитация, лучше подготовлен к обработке потока информации и быстрых изменений, связанных с ускорением времени. В центре шаманского пророчества лежит послание о том, что мы – те, кого мы ждали. Вместо того, чтобы искать лидеров или внешние ответы, нам предлагается заглянуть внутрь себя, создать свои сообщества и взять на себя ответственность за свою жизнь. Это вдохновляющее видение напоминает нам о нашей врожденной способности справляться с бурными водами изменений и выходить трансформированными. В гармонии со взглядами Хопи герметический принцип ментализма предполагает, что наша внутренняя сила и способность справляться с изменениями исходят изнутри. Беря на себя ответственность за свою жизнь и развивая свои внутренние ресурсы, мы наделяем себя силой процветать в ходе этой трансформации. Ускорение времени, как описано в шаманском пророчестве, это не только внешнее явление, но и отражение нашего собственного расширяющегося сознания. Открываясь космическим влиянием и поднимая свое понимание, время кажется сжимающимся, раскрывая взаимосвязанность всех вещей. Это расширенное восприятие приглашает нас пересмотреть наши предвзятые представления о реальности и принять более текучий и многомерный взгляд на существование. Таким образом, мы видим различие между этими двумя путями. Однако существует и третий путь, который может быть не так очевиден. Я отмечу его на вашем экране. Это зеленая вертикальная линия, соединяющая два существующих пути. Эта линия, по словам Хопи, обозначает точку во времени, которую они называют точкой невозврата, и для них эта точка невозврата была в 1998 году. В 1998 году Хопи отправили старейшину наций в Организацию Объединенных Наций, чтобы донести послание, оставленное на карте времени. Старейшина заявил, что мы сейчас живем в моменте, обозначенном на этой карте, в точке невозврата. В прошлом всегда можно было выбирать между верхним и нижним путями, но с 1998 года это стало гораздо сложнее. Как космос расширяется, так и наше сознание может расширяться. Это расширенное осознание отражает изменения, происходящие в более широком масштабе. Как вверху, так и внизу. Как внутри, так и снаружи. Старейшина поделился мудростью о качествах обоих путей. Он сказал, что люди, идущие по верхнему пути, живут в мире комфорта, жадности и прибыли. Он пояснил, что, говоря о прибыли, речь идет не о деньгах, а о прибыли, когда одна группа людей выигрывает за счет страданий других. Это путь, который ведет в никуда и не может быть устойчивым. Что касается нижнего пути, он основан на других качествах – любви, силе и балансе. Эти качества определяют то, кем мы становимся в жизни, в отличие от комфорта, жадности и прибыли, которые связаны с тем, что мы делаем. Это суть многих коренных традиций, включая Хопи. С точки зрения квантовой физики, все сводится к простому принципу.
Мы должны стать теми вещами, которые хотим пережить в нашем мире. В шаманизме космические влияния ассоциируются с жизненной энергией, пронизывающей все творение. Шаманы стремятся настроиться на эти энергии через духовные путешествия, медитацию и ритуалы, чтобы получить доступ к более глубоким уровням сознания. Грег Брейден подчеркивает, как космические влияния воздействуют на наши убеждения и переживания. Современная наука открывает одну из глубочайших истин. Основной закон природы основан на конкуренции, конфликте и борьбе, что напрямую связано с идеями Дарвина, которые были приняты. В конце 1800-х и начале 1900-х годов идеи конкуренции и борьбы стали глубоко укоренены в структуре нашего общества. Экономическая система, которая сейчас рушится, а также способы, которыми мы пытаемся решать различия между нациями, основаны на этой идее выживания сильнейшего. В условиях экстремальных изменений наши представления о себе и наши убеждения подвергаются испытаниям, поскольку крайности меняют окружающую среду, где эти идеи применялись в прошлом. Все эти идеи разрушаются, они не работают, потому что основаны на ложных предположениях. Ключевым моментом здесь является идея сотрудничества, в отличие от конкуренции. Это подчеркивает глубокую связь между нашими внутренними и внешними реальностями. В христианстве концепция божественной благодати может рассматриваться как проявление этих влияний, позволяющее людям преодолевать свои ограничения и устанавливать более глубокую связь с Божественным. Такая благодать позволяет нам выходить за пределы ограничений и соединяться с высшими сферами. Герметический принцип причины и следствия показывает нам, что лучшее из достижений современной науки утверждает, что основное правило природы — это сотрудничество, а не конкуренция и конфликт. Биологи называют это взаимопомощью. Это понимание открывает путь к позитивной трансформации и более глубокой связи с чем-то большим, чем мы сами. Мы все знаем, что конкуренция, конфликт и выживание — это факты, которые происходят вокруг нас. Однако они не являются основным правилом. Степень насилия и конфликтов, которые мы наблюдаем, на самом деле свидетельствует о том, насколько далеко мы отошли от гармонии с глубочайшей истиной природы. Если мы будем считать, что мы отделены от природы и не обязаны следовать основным законам, которые касаются всех форм жизни, это откроет путь к нашему упадку. Мы уже видели, как это происходило в прошлом с другими цивилизациями и культурами. Из этого можно извлечь мощный урок, и наша собственная наука предоставляет нам основания для изменения нашего мышления. Мы не должны полагаться на веру или доверие. Наука уже раскрывает глубокие истины нашей жизни. Современная наука открывает эти более глубокие истины. Недавние исследования в области нейротеологии исследовали связь между активностью мозга и духовными переживаниями. Исследования показывают, что шишковидная железа, небольшая структура в центре мозга, может играть роль в этих переживаниях. Шишковидная железа известна тем, что производит мелатонин, гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования, а также обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эта небесная железа, действуя как космический рецептор, может усиливать наши духовные переживания, соединяя физическое и духовное восприятие, когда мы настраиваемся на тонкие вибрации. В 2008 году в одном из самых престижных научных журналов вышел номер, посвященный эволюции. В статье Майкла Лиджа под заголовком «Мифы эволюции. Выживание сильнейшего оправдывает каждого» были озвучены важные выводы. Это не мои слова, а выводы, которые необходимо услышать, чтобы понять, как мы можем изменить наше восприятие реальности и свое место в мире. Майкл Лидж заявил: «То, что мы видим в дикой природе, это не каждый зверь сам за себя.
Сотрудничество является невероятно успешной стратегией выживания. Это поддерживает идею взаимосвязанности во Вселенной и древние принципы герметизма. Помимо физиологических функций, шишковидная железа исторически ассоциируется с духовностью и просветлением. Философы и мистики, такие как Рене Декарт, считали шишковидную железу местом души, предполагая, что она может служить порталом для соединения с невидимыми мирами. Настраиваясь на эти влияния, мы открываемся внутренним трансформациям. Сотрудничество является ключевым для выживания и роста. Развивая практики, которые расширяют наше сознание, мы открываемся космическим влиянием и потенциалу для глубоких внутренних изменений, что подчеркивается герметическим принципом причины и следствия. Он также добавил, что когда сотрудничество разрушается, последствия могут быть катастрофическими. Это согласование способствует гармонии и устойчивости. Исламская эсхатология также затрагивает ускорение времени как знак приближающегося часа, Дня Судного. Хадисы, сказания пророка Мухаммеда, описывают период, когда год будет ощущаться как месяц, месяц как неделя, неделя как день и так далее. Эта метафора указывает как на буквальное ускорение времени, так и на уменьшение благословения во времени, что делает жизнь более спешной и менее удовлетворяющей. Таким образом, то, что говорит Майкл Лидж в New Scientist, и то, что современная наука готова признать, заключается в том, что не каждый зверь сам за себя. Это общее понимание охватывает различные культуры и традиции. За пределами духовных пророчеств мы можем наблюдать признаки ускорения времени в нашей повседневной жизни. Динамичный ритм современной жизни, движимый технологическими достижениями и глобализацией, способствовал ощущению сжатия времени. Постоянная связь и цифровизация информации только ускорили этот процесс. Поток информации и принятие решений создает постоянное давление делать больше за меньшее время. Существует жесткая конкуренция, которая, однако, является частью более высокого порядка, наблюдаемого в животном мире, где на самом деле проявляется форма сотрудничества. Эти наблюдения подтверждаются научными выводами, перекликающимися с мудростью Хопи и герметическим принципом причины и следствия. Выборы, которые мы делаем как общество, принимая постоянную связанность, могут влиять на наше восприятие времени. Сознательно выбирая замедлиться и отключиться, мы можем смягчить ощущение ускорения времени. Когда мы видим, как одни формы жизни уступают другим, это на самом деле является кооперативным усилием. Это не борьба животного против животного за выживание. Делая осознанные выборы, мы можем эффективно справляться с этими изменениями. Ускорение также можно воспринимать в контексте социальных и культурных изменений. Трансформации, которые раньше занимали десятилетия, теперь происходят за считанные годы или месяцы. Скорость появления и исчезновения трендов, устаревание технологических инноваций и смена парадигм отражают беспрецедентное ускорение темпа изменений. Быстрый темп социальных и культурных изменений очевиден сегодня. Тот же самый принцип, который мы видим в науке, указывает на то, что наши глубочайшие истины не всегда являются таковыми. Текущая фаза быстрого изменения является частью более крупного ритма Вселенной. Биология отражается в археологии нашего прошлого. Принципы ритма и потока необходимы для навигации в условия изменений. В этом контексте возникает энтропия, центральное понятие термодинамики, которое относится к измерению беспорядка или случайности в системе. Проще говоря, энтропия системы имеет тенденцию увеличиваться со временем, приводя к большему беспорядку. Это формализовано вторым законом термодинамики, который утверждает, что в изолированной системе энтропия никогда не уменьшается. Этот закон подразумевает, что существует предпочтительное направление для потока времени.
часто называемое «стрелой времени», связанное с увеличением беспорядка. Энтропия, как фундаментальное понятие термодинамики, дополнительно объясняет это явление. Биология этого открытия отражается в археологии нашего прошлого. Мы живем в мире сотрудничества и взаимопомощи, где конфликты могут возникать, но они не являются основным правилом.